Привет всем! Сегодня рассказ называется «Котик-манипулятор». Это у нас котик Вилли, Мейн-кун. Зрители канала знают, вот он доказывает, что он Мейн-кун. Вот это он якобы отгоняет листья из лужи, чтобы попить. Это характерное для мейн-кунов движение лапой, когда он бьет лапой по воде. Когда-то доставляло нам немалое неудобство, но потом подобрали чашки широкие, где он вполне может заниматься своим вот этим болтанием. Хотя были и опрокинутые вазы, чего только не было. Итак, котик Вилли. Почему манипулятор? Потому что он управляет людьми, нами, манипулирует. Вообще, недавно довелось почитать интересные рассуждения на тему разума животных. А именно, что интеллект животных в последние годы, последние десятилетия развивается очень быстро. Если в свое время человек опередил других животных в развитии своего интеллекта, своего разума, то сейчас разум животных, которые живут рядом с человеком, то есть собак, кошек, домашних животных, он развивается опережающими темпами. И это очень интересно наблюдать. На самом деле вы наверняка видели собак в городе, которые, остановившись на пешеходном переходе, посмотрят влево, посмотрят вправо. Они знают, где надо переходить, знают, что надо посмотреть на машину и только потом переходить дорогу. У меня на канале я выкладывал котиков, которые смотрят телевизор. Причем они выбирают программы. Да, им нравится, кому-то нравится про лебедей, кому-то нравится про других котиков. То есть вот в разделе сообщества вы можете посмотреть, там фотографии есть, как котики смотрят на других котиков по телевизору. И на самом деле отсутствие у животных интеллекта — это какой-то миф. На самом деле животные наделены и интеллектом, и чувствами, и разумом. Просто он у них отвечает потребностям конкретного вида, потребностям и возможностям организма животного. Но разум, эмоции такие как радость, как обида, присущи животным точно так же, как и человеку. Поэтому я бы не стал недооценивать разум животного. Вот смотрите, это котик занимается манипулированием. То есть он приходит и ложится мне на клавиатуру. Это его любимое занятие. И если раньше, когда-то, это всегда означало только одно. То есть возьми меня на ручки, отнеси на кухню и дай чего-нибудь поесть. То с течением времени вот это изменилось. Вот. Компьютеры меняются, а котик все тот же. И ведет себя все так же. Я несколько раз заметил, что вот я его принесу на кухню, а у него миски полные. У него все есть. И потом я понял, он приходит общаться. Вот он ложится, он хочет, чтобы его погладили. Если я не глажу, он сам головой подойдет, там, сказать, начнет об руку тереться. Это он налаживает определенные социальные связи внутри семьи. То есть мне отведена определенная роль. Котик считает меня равным себе, мы с ним главные. И он нуждается в некотором доказательстве, постоянном доказательстве того, что я его люблю. То есть это уже не вопрос «отнеси на кухню и дай креветку». Это вопрос «вот я к тебе пришел, давай с тобой пообщаемся». Это может продолжаться 10-15 минут, потом котик встает и уходит. То есть он выполнил свою задачу. Это то же самое, только без компьютера, а с газетой. Когда я сажусь читать свою немецкую газету, котик приходит и практически блокирует мне эту возможность. То же самое касается судоку. То есть котик обязательно, вот я ему там говорю, отвали, хочу там разгадать свою судоку. Он говорит, нет, ты сначала со мной пообщайся,
а потом разгадывай свое судоку. То есть котик четко, он почувствовал себя членом семьи и внутри семьи стал выстраивать отношения с каждым членом семьи. Он дал каждому оценку, для чего-то предназначил конкретного человека и на этом основании стал выстраивать свои отношения. Ну, я удосужился быть таким другом котика Вилли. То есть он меня записал в друзья. Ирину он записал в обслуживающий персонал. То есть мне он урчит. Вот когда я его беру на руки, когда я его глажу, он мне урчит. Ей он не урчит. Меня он приходит и просто достает. Если он хочет, чтобы я ему дал поесть, он вот лежит, мешает мне, но молча, пока я не соображу. Ирину он просто берет и кусает за ноги. Вот котик у нас сидит, тоскует, потому что прибыли вот эти беляки, которые его обижают, шипят на него страшно. И когда они появляются, котик так немножко тушуется и старается уйти куда подальше. В доме все было достаточно просто. Котик нас особенно не доставал, потому что вот, смотрите, он забирается на крышу гаража, то есть ночью он где-то куролесил по участку, а потом до 3-4 часов дня он спал. То есть вот он забирается на крышу гаража и там укладывается спать. Ну, там ключевая позиция, оттуда ему видно поле, видна дорога, виден двор, видно все. В то же время он под козырьком, там на него не попадает солнце, его не видно, он в укрытии. Но при этом котик наблюдатель, он охотится как наблюдатель, он охотится на мышей, а при этом к нашему ужасу он стал их есть. Ну, это отдельно, он доставляет этим определенные неудобства, определенные кошмары, когда ты ночью можешь выйти в коридор и увидеть там следы пиршества, некоторую расчлененку. Ну, что поделать. То есть, пока котик был на даче летом, в принципе, нам его повышенное внимание доставалось вечером, по вечерам. Он приходил и начинал там чего-то вымогать, требовать, чтобы его любили, ну и как бы требовать некоторого внимания, которого вполне мы были довольны, и мы ему это внимание уделяли. Так вот, у котика, помимо того, что его надо кормить, есть еще определенные элементы красивой жизни. Например, он требует, чтобы, когда он ночью встает, во-первых, он ночью встает кушать. Соответственно, он приходит, младшего по рангу будет, он четко, вот, если мы с ним остаемся, так сказать, вдвоем, ну, естественно, это на мне, он приходит и будет меня. А если мы втроем с сыном, то младший сын, соответственно, он приходит и будет его, чтобы его вели, это обычно 4-5 часов утра, вели на кухню и давали еду. Но не просто давали еду, а ночью он чувствует себя одиноко и тоскливо. Поэтому надо не просто ему дать, а надо стоять и смотреть, как он ест, пока он не покушает. Если ты дашь и уйдешь, он вернется за тобой. Вернется, приведет. И вот смотрите, сейчас котик в обидках. Тогда он обиделся, его тогда наругали за мышу. И он обиделся, пошел, там буря начинается. Он лег, лежит и вот говорит, вот пусть мне будет плохо, пусть ветер дует, а я тут буду лежать, пусть я весь намокну, домой не пойду. Вот. А котик в обидках, он обижается довольно часто. Вот. Так вот, вот этот трюк в 5 часов утра стоять и наблюдать, как он ест, это обязательно. Вот он идет в кукурузное поле, пока кукуруза низкая, там есть мыши. А там можно пробраться просто, до мышей добраться. Когда она вырастает, там уже слишком тесно, слишком плотно. Ну, котик неплохо охотится. К сожалению, иногда бывает птичка, но птичек мы отнимаем. Про это есть видео на канале.
То есть жизнь котика во дворе на даче, она в принципе такая достаточно гармоничная. Вот он с Пушенькой. Вот они сидят. И нам доставалось не очень от него. Когда же он переехал в венскую квартиру на зиму, мы с Ириной ездили отдыхать. И на 3-4 день отпуска Ирина мне сказала: я почувствовала, что я отдыхаю от котика. Как он меня достал. Ну, про это я расскажу потом, когда мы поедем в венскую квартиру. А пока вот очередная мышь пойманная, которую удалось. Они ее упустили, ее поймали в эту коробку. Коробку накрыли крышкой, ну, потом ее отпустим в поле. А вот это единственный трюк, который котик выучил, которым он не злоупотребляет, но трюк называется «я хочу креветку». То есть вот он так ляжет, но он должен перевернуться. Я ему говорю: не-не-не, говорю, так не дам, без переворота не дам. Вот. Он идет, начинает уговаривать меня, трется. Вот. На что я ему говорю: нет, пока не будет переворота, не будет креветки. Вот смотрите. Раз, вот так. Вот он еще, когда он в хорошем настроении, он еще лапы вперед вытянет. И вот снизу так смотрит на меня: ну как, пойдет? А вот состоялся переезд в Вену, в квартиру. Несколько дней котик тосковал. Как бы пространство стало резко ограничено. Ну, квартира хорошая, большая, поэтому, в принципе, ему есть где развернуться. Но все равно по сравнению с двором и домом это немножко не то. И котик захандрил. Некоторое время он так вот лежал. Вот. Но потом он очень быстро оценил все преимущества и стал распределять роли. Вот это вот очень, очень интересно. Он всегда оценивает, кто есть в наличии. Ну вот видите, травка, это, конечно, не та трава, что во дворе, но все равно пойдет. Вот немножко перекусит травой. Котик распределяет роли. Вот. То есть у нас, например, мы все дома втроем и котик. И он четко знает, что да, вот мама. Значит, Ирина, надо ее из-под контроля не выпускать. То есть для нее нахождение в квартире с котиком — это некоторый вариант заключения. То есть он следует за ней шаг за шагом. Он всегда занимает позицию, когда видит, чтобы ее видеть и контролировать. То есть в ее руках находится пища, она с ним играет, и вообще все льготы он получает от нее. При этом он ей не урчит. То есть вот урчит он в случае там, ну, какого-то невероятного хорошего настроения. При том, что мне достаточно просто взять его на руки, просто протянуть к нему. Вот смотрите, он не церемонится. Вот. При этом он выпускает когти. Если она не понимает, он подходит и начинает кусать за икры. Причем иногда довольно серьезно кусает. И я ей говорю: ты ему подзатыльник-то дай. Ну, пока она до этого не созрела, чтобы его поставить на место и дать ему хорошего подзатыльника, когда он кусается. Вот. То есть котик четко, при этом ночью, чтобы ему давали еду и стояли, смотрели, как он ест ночью, он к нам не ходит, он ходит к сыну. То есть он приходит, его будет и говорит: ладно, пошли на кухню. Я при этом в каком-то обслуживании котика не задействован. И котик ко мне зачем-то не приходит. Ну, бывали редкие случаи, когда мы с ним оставались вдвоем, тогда да. Но так я у него на некотором особом положении. А ко мне он приходит просто для дружбы и любви. Вот он лежит, он всегда лежит, чтобы видеть дверь коридора. Вот, лицом, мордой, повернутый в сторону двери. Вот. В принципе, ведь как развиваются и люди, и кошки, и животные, и собаки. Когда человек сам в одиночестве, ему в принципе нужно питание, какая-то еда, тепло, какие-то элементарные вещи для выживания. И больше ему ничего не нужно. Человек начинает умничать и заниматься чем-то абстрактным, помимо
жизнеобеспечения? Тогда, когда вокруг есть другие люди. То же самое кошки. Вот котик сам по себе, да, вот ему покушать, поиграть, все. Но когда возникает несколько животных, когда возникает какая-то стая кошачья, когда есть соседние коты, у них сложнейшая система взаимоотношений. То есть у них выстраиваются социальные связи как между котами, так между котами и людьми. То есть там вступают в игру сложные социальные вещи, такие же, как и у людей. Просто рассматривать животных надо, вот таких во всяком случае, как кошки, как собаки, как абсолютно разумных существ, которые просто, у которых другая физиология. Соответственно, немножко другие интересы, но которые наделены абсолютно всеми чувствами, эмоциями, такими же, как и человек. Просто у них реализация проходит на другом уровне, по-своему. Но я бы не сказал, что коты, животные или собаки в плане в плане понятий, в плане отношений, в плане какой-то порядочности, что они хуже людей, они лучше людей. Их отношения более правильные, справедливые и честные. Я бы не сказал, что они глупее людей. Ну как вот, посмотрите, кто-то в комментариях назвал, что эту жирную падлу еще на руках носят. Да, вот это жирная падла, которую носят на руках, которая прекрасно питается, которая, так сказать, развлекается. Чем же он глупей-то? Извиняюсь, у нас он самый умный, так как он никто не живет. Вот, полюбуйтесь. Он похож на глупого котика? Нет, абсолютно. Он добился от жизни всего, о чем один котик может только мечтать. Вот так. И он занимается тем, что поддерживает свой уровень, свое качество жизни. Вот попробуй ему что-то не додать. Это невозможно. То есть он запоминает все. Кстати, у котов, у них прекрасная память. Они помнят людей. То есть человек приезжал там на 2 дня несколько лет назад, он его помнит. У них память вообще великолепная. Она не хуже людской памяти. И вот он помнит все, что ему давали. И вот что-то новое, вкусное, ему давать надо с огромной осторожностью, потому что он немедленно это запишет в свой список. У него есть список того, что ему положено. В этот список что-то может попасть, но ничего не может из этого списка выйти. И он начинает это требовать. То есть вот он приходит и считает, да, вот консерву дали, вот горошки дали, вот мясо отрезали, а рыба? А где рыба? И начинает требовать рыбу. Мало того, он постоянно подозревает, вот этот котик, он всегда подозревает, что есть что-то, чего ему еще не дали. Вот смотрите, это перед завтраком, перед нашим людским завтраком. Он обязательно ложится на стол. И это ритуал. Я должен подойти, только я, других не подпускает. Я должен подойти, взять его на руки, переложить на диван. После этого я тряпочкой вытираю стол, и мы завтракаем. Но это происходит каждое утро. И он знает, что ему положено, чтобы папа взял его на руки и переложил на диван. Вот такие дела с этими контами, мейн-кунами, которые настоящие манипуляторы. Любите, пожалуйста, животных, не обижайте их и будьте счастливы. Всего хорошего.